Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры. В этом видео мы познакомимся с торговой стратегией Форекс, которая называется Hidden Strategy FX. Более подробно с ней, как всегда, можно ознакомиться на сайте strategyfoy.ru. Там же можно скачать и дополнительные индикаторы к данной стратегии, а также шаблон для терминала МТ-4. Итак, стратегия эта предназначена для валютной пары евро-доллар. Временной интервал 15 минут, и нам потребуются следующие индикаторы. Во-первых, это индикатор TMA Bands или TMA ATR Channels и индикатор MACD и OSMA. В отдельном окне он у нас располагается. Теперь давайте разберемся с условиями для входа в рынок. Начнем с примера на покупку. Здесь, во-первых, мы должны обратить внимание, когда цена подойдет, либо коснется, либо даже зайдет ниже, а потом выскочит от нижней линии индикатора TMA Bands. Как только это касание происходит, чтобы получить сигнальную свечу, нам нужно, чтобы эта свеча закрылась выше сразу двух данных линий. То есть между этими линиями закрытие не считается. Далее мы обращаем внимание на центральную линию этого индикатора. Она должна быть окрашена в зеленый цвет. Цена не должна выходить выше центральной линии. И ждем, когда индикатор MACD OSMA окрасится в зеленый цвет, если он еще не был окрашен. Как только это происходит, обратите внимание, выше этой линии мы так и не выходили, мы здесь заключаем сделку на покупку. Take Profit мы устанавливаем первоначальный в размере 60 пунктов, а стоп-лосс в размере 30 пунктов. При достижении противоположной стороны, если здесь было бы меньше 30 пунктов, то мы бы сделку сразу перевели в безубыток, а так при достижении 30 пунктов в положительной зоне сделка также переводится в безубыток. Далее, на что еще следует обратить внимание. Как только при движении цены мы видим, что верхняя линия индикатора TMA Channel выходит выше Take Profit, мы его сразу удаляем в этот момент и уже будем закрывать данную сделку в момент касания к верхней розовой линии. Здесь обратите внимание, мы заключили сделку, а касание произошло аж в этой точке, и таким образом только здесь данная сделка была закрыто, то есть в размере 110 пунктов здесь мы получили прибыль. Еще один момент. Бывают ситуации, в которых касание нижней линии прям не происходит, но касание вот этой маленькой зеленой все-таки бывает, поэтому для того, чтобы получить полноценный сигнал, нам нужно, чтобы цена обязательно закрылась выше всех пунктирных линий, вот как в данной ситуации, но в данной ситуации это было не обязательно, все-таки касание было и нижнее, поэтому нам просто нужно было закрываться сейчас пока выше двух этих линий. Но опять же, если здесь касание к самой ниже не произошло, обязательно дождаться свечи, которая закроется выше всех пунктирных линий зеленого цвета. Это что касается покупок. Теперь давайте посмотрим на пример для продаж. Здесь обратите внимание, мы коснулись и отбились от верхней линии этого самого индикатора TMA Bands или TMA Channel, после чего пошли вниз. Здесь эта свеча уже закрывалась ниже обеих линий, в принципе, и после вот этой свечи тоже закрытие происходило ниже. Ждем, когда индикатор MACD OSMA окрасится в красный цвет. Он здесь окрасился, мы еще ниже не закрывались, чем центральная линия. Центральная линия окрашена в красный цвет. Все, можно заключать сделку на продажу. Стоп-лосс 30 пунктов, Take Profit первоначально 60 пунктов, но дальше, как только зеленая самая нижняя линия опускалась уже ниже Take Profit, мы этот Take Profit удалили и закрывали сделку в момент касания уже по рыночной цене. Вот, в принципе, и вся данная стратегия. С вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание. Всем успешной торговли. До свидания.